Доброе время суток, друзья! Я вас приветствую на моем канале. Мы продолжаем обзор, сборку моего компьютера. Перейдем к комплектующим и начнем с материнской платы. Материнская плата от компании Asus, линейки ROG, Crosshair 8 Hero Wi-Fi на чипсете AMD X570. Плата выбрана не случайно, так как вся сборка относится к высшему сегменту и предназначена для энтузиастов, геймеров, так и оверлокеров. Как и положено топовой плате, поставляется в большой коробке, имеющую строгую фирменную для ROG серии расцветку. Внутри нее расположены отсеки для самой платы и комплекта. Что в комплекте? Руководство пользователя, диск с драйверами, ну и бонусные наклейки. Винтики для монтажа модулей M2, антенна с подставкой, кабели, переходники, удлинители для RGB подсветки. Материнская плата выполнена в форм-факторе ATX. Данная материнская плата относится к премиальному сегменту и поэтому имеет колоссальное количество портов, слотов и разъемов. А главное, поддерживает процессоры нового поколения AMD Zen 3, который мы будем устанавливать. На плате имеется 3 слота PCI Express и один PCI Express 1. Также есть 2 слота для накопителя M2 и имеют радиаторы. Заглушка на заднюю панель с разъемами уже смонтирована на самой плате. Система питания на плате внушительная. 12 фаз на процессор, 4 фазы на чипсет и двухфазная система питания оперативной памяти. Этого хватит с головой, чтобы удовлетворить потребности нового Ryzen 5900X. Все греющиеся элементы имеют свои собственные радиаторы, а у чипсета имеется еще и вентилятор. У платы еще имеются кнопки питания и перезагрузки, и дисплей Q-код сообщает о проблемах с тем или иным компонентом системы. Как и многие топовые материнки, эта плата обладает технологией холодной прошивки BIOS. Эта функция в дальнейшем мне очень помогла. На задней панели имеется множество портов USB всех типов. 7 портов 3.2 Gen 2 красного цвета, самые быстрые на сегодня. И 4 порта USB 3.2 Gen 1 синего цвета. Еще материнская плата хорошо оснащена средствами связи. Интернет-контроллер гигабитный от Intel, а также второй интернет-контроллер от Realtek, способный выдать уже 2,5 гигабита. Так как в названии платы имеется приставка Wi-Fi, третьим сетевым контроллером, которым укомплектована материнская плата, является беспроводной адаптер на контроллере Intel, через который реализованы Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. В следующей части сборки это твердотельный накопитель M2. Формат M2 уже стал неотъемлемой частью быстрого современного компьютера. В моей сборке Samsung 970 EVO Plus. Они давно зарекомендовали себя качеством и надежностью. Скорость линейного чтения достигает до 3500 МБ в секунду. И скорость записи до 3300 МБ в секунду. На вопрос, почему я не выбрал M2 с PCI Express 4, да потому что они еще очень дорогие и не дают ощутимого прироста к производительности. Модули памяти GeForce Dark Z Black DDR4, 2 планки по 16 ГБ, 3600 МГц. Выбирал из ассортимента в магазине, который есть в списке материнской платы, проверенных на совместимость и поддержки XMP профиля на 3600 МГц. А вот в принципе из-за чего затеялась вся сборка. Ryzen 9 5900X. Данный CPU стал лидером
по энергоэффективности и производительности в неигровых применениях по сравнению с Intel, а в играх догнал и в некоторых перегнал синих. Старшие модели AMD не поставляются со штатной системой охлаждения, даже в боксовой поставке. Видимо, производитель осознал, что комплектные кулеры не подходят для современных горячих CPU. Система жидкостного охлаждения выбиралась для уже заранее ожидаемой температурной нагрузки от процессора. Тут Kraken со своей заслуженной репутацией как раз подходил. Комплект включает 3 вентилятора, крепежные пластины для процессоров AMD или Intel, набор винтов, кабель питания, руководство по установке. Радиатор 360 мм, выполнен из алюминия, окрашен в черный цвет. Радиатор и помпа соединяются с помощью резиновых трубок длиной 40 см. Термопасту я использую Arctic MX4, так как уже нанесенная термопаста довольно густая, тогда как все лучшие термопасты обычно более жидкие и обеспечивают более плотное прилегание и соответственно теплообмен. Стоит отметить хорошее качество компонентов, высокая эффективность охлаждения, очень красивая RGB подсветка с эффектом зеркала, с возможностью поворота рисунка в зависимости от положения установки. Из минусов шумные вентиляторы на максимальных оборотах. Видеокарту пока поставил свою прежнюю RTX 2080 Ti. На 30-ю серию пока не вижу резона обмена, так как у 3080 всего 10 гигабайт памяти, а 3090 очень дорогая. На этом сборка заканчивается. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.